Раз, два, три, четыре, пять. Всем привет! Вы на канале Польза.нет стримы. Меня зовут Саня. Здесь только подробные стримы с целью сэкономить вам средства. И сегодня мы будем жарить с вами iPhone 16 Pro. Мы его уже жарили вместе с 16 и 16 Pro Max. Вчера, когда я их купил. И обзор уже готов, к слову. Но я его еще не топил. Завтра буду топить перед последним монтажом. Завтра увидите первый обзор на первый из моих смартфонов. И первые эмоции, впечатления от этого аппарата. Зачем испоганили? Ну, то есть, реально, есть определенные моменты, про которые хочется прям кричать. Во-первых, X5. Кому нужен этот X5? То есть, вот кому нужен из вас этот X5? Кто пользуется съемкой? Давайте, кстати, самопиар забыл. Не забудьте подписаться на канал с колоколом. Все, кто хочет помочь каналу, как говорится, если нету рекламы в ролике, ролик реклама. Реклама есть, подпишитесь на меня. И все. Если будет что-то полезное для вас, интересное, смотрите. Подпишитесь на телеграм-канал скидок, кто хочет супер помочь. И кому некуда девать деньги, можете в Donation Alert скинуть, либо не кинуть. Либо девайте куда-нибудь на себя. Не в это время, как говорится. Но не об этом рассказ. Рассказ про то, почему 15 Pro, 16 Pro. Видите, оговариваюсь. Не особо волшебный телефон. Пока мы сейчас благополучно вот сейчас сделаем такую штуку, как измерение максимальной яркости. У меня автояркость отключена. Он у нас ее уже врубал, кстати, на стриме. То есть мы его когда замучили, он такой: пожалуй, я включу автояркость, и уменьшил яркость при нагрузках. Насколько это лайфхак? Ну, мне не понравилось. Я думаю, подписчикам моим тоже. Напоминаю, что на основном канале iPhone 16 разыгрывается. Условия в ролике, в закрепленном комментарии сразу фотографии, которые я на него наделал, на этот смарт. Можете посмотреть в 1300 люксов в обычном использовании. И давайте сразу потом шим этим делом и ТНАшкой измерю для вас, да. И заодно порассказываю, что и как. Как звук, как картинка. Вот сейчас картинку специально вам включаю. Видите, автояркость не включена. Яркость не увеличивается. Поэтому нам нужно включить сначала шим измерить. Вот. Сначала им, потом прибором ТНА. Это 100% яркости. Это где-то, ну вот, как же меня бесит. Тач, кстати, только на 6 пальцев. Ну, опять же, кто-то играет в 8, тому надо покупать другой смартфон. Или покупать так, он так уже не считает. Видите, ПО, это значит не считает. И вот в этом положении где-то 35% шима по Радексу. По Радексу очень хороший шим, запомните его, пожалуйста, потому что есть у нас не Радекс, а вот такой вот поверенный прибор. И многим он не нравится, разумеется, в ну, по-другому не сказать, понимаете, в обзорах, в которых нет тестов. То есть, что такое тест? Тест потратить тебе надо, вот я как блогер говорю, ну, 3 часа. То есть, ты его в 3D Mark прогони, в Antutu прогони и все. И в Geekbench прогони. Потом вставляй это в ролик. Если вы не видите тестов в ролике, ну, значит, вас ведут просто его покупать. Почему? Потому что, ну, ты понимаешь, что вот на 30% он мощнее. В чем мощнее? Вот сегодня вы увидите, расскажете мне, может быть, где там ядра мощнее, где еще что-то. На бумаге, да. В синтетике нет. По фотографиям уже проверил я. Есть легенда, что он фотографирует быстрее, чем 15 Pro. Но вот 16 Pro Max и 15 Pro Max одинаково фотографируют, что днем, что ночью быстро. Вот, 23% шим на 100% по ТНА. Потом еще какие фейкометы. По ощущениям тактильным. Тактильное ощущение от него более хуже, чем 15 Pro. И от 16 Pro Max такая же штука. Я не знаю, вот именно в этом golden цвете, который я купил, разумеется, потому что это новый цвет. До этого я покупал серый. Сейчас покажу. Ну все, соточка. Ну а вы сами видите и без меня шим. То есть шимит экран и... Ну и ладно. И ладно, потому что, опять же, где еще у нас про шим? Везде все предупреждают вас про шим. Многие считают, что он супер безопасен. Я так не считаю. Автояркость у нас не включена, поэтому он яркость пиковую не показывает. Напоминаю, что основной канал Польза.нет. Если на него подпишетесь, завтра увидите на него обзор на этот девайс. Хотите помочь сейчас стриму? Проставьте лайк.
Лайк вас вообще ничего не напряжет поставить. Даже можете потом какой-нибудь супер хейт написать из разряда, как мне прошлый стрим говорили, ты уже при смерти, чувак, глаза-то красные. 1300 люксов. Пик, и через ТНА то же самое будет. Но 1500. Магия в чем? Вот сейчас, не отходя от кассы, правильно меня в прошлый раз дернули, по-другому не сказать, взять вот такой вот волшебный наш S24 Ultra и рубануть в нем также автояркость. У нас не получилось в прошлый раз получить яркость выше, но в этот раз я уверен, что он получится. Потому что на бумаге он типа его ушатывает. Типа, по факту, ну, он должен 1700 показать. Или не должен. Он вообще, в принципе, никому ничего не должен. Чтобы вы понимали, вот яркость максимальная. Сейчас он прогреется. 1600. То есть, проще говоря, на прошлом стриме он показал 1700. И когда вам говорят, вот заявленная яркость у айфона 2000, а у Samsung 2000, а у айфона, у Samsung 2400, а у айфона 2000, вы можете посылать их лесом, потому что для чего тогда обзор вообще нужен? У чувака есть на руках тот и другой смартфон, он его и тот, и другой тестировал, просто вам рассказывает, ничего не проверяя. В общем, сегодня я потратил очень много часов своей жизни, смотря рекламную чушь просто. Просто рекламную чушь. Особенно жестко меня бомбит с темы материалов. То есть реально 16 Pro Max, вот он 15 Pro Max, он тактильно приятно ощущается, приятнее, он менее скользкий, я не знаю, вот это ощущается каким-то галимым глянцевым пластиком, я не знаю, как вам объяснить. Короче, может быть, это все сотрется и станет круто, как и здесь, пардон, но на данный момент времени все, кто зайдут в магазин и потрогают вот эти два смарта, я не понимаю, как они на камеру могут сказать по ощущениям одинаково. Вот со мной Макс был, мой друг здесь. Тусим мы здесь периодически. Я на него выкупал как раз там один смартфон на одного человека. И я ему когда дал в руки, он такой, они стебутся. Ну, то есть, реально, по тактильным ощущениям, душман китайский, пластиковый. Потом, может быть, это покрытие какое-то. Но на данный момент даже вот эта стеклянная часть, тыльная часть, она ощущается как-то, ну, по-другому. Она менее подвержена трению. Правильно сказать так. Так что, если вы собираетесь покупать такой супердорогой смартфон, думайте 1000 раз. Следующий момент. Так, сейчас я отключаю интернет, чтобы лишний раз он не тратился, не мучился. И мы прогоним его 3 раза в Antutu. Посмотрим, сколько он съест. Мы всегда прекрасно помним, как он 3D Mark прошел. И я как раз расскажу вам еще какие-то моменты. По поводу а-ля лайфхаков с моей стороны. Как мне пару продавцов, почти убил себя же, рассказали, нечего лезть в чужие деньги. Когда я предложил подписчикам, вот эта вот штука по предзаказу на 512 гектар стоит 250 кусков. На 512. Я ее купил за рубежом за 144. То есть вы можете просто потратить сотку, полететь сейчас куда угодно на 2 дня на выходные бесплатно и купить себе смартфон. Никаких. Вот я не знаю, где там опять разгон идет. Вот этот цвет в дефиците. Где? Я 18 магазинов знаю, в котором нет в дефиците, это в Азии. Ну, как бы очереди не было никакой. Я специально вел а-ля мини-трансляцию в своей личной телеге. И как раз... Ух ты, какая печаль. Мне кажется, сейчас он отрубится. Как раз рассказывал, что они при выдаче заказа, то есть предзаказ у меня был смартфона, мариновали чувака на выдачу одного смарта, внимание, 36 минут. То есть они 36 минут выдавали для того, чтобы хоть какие-то фотки сделать, потому что людей не было. Потому что это те же самые смартфоны. По поводу кнопки, сразу можете даже, ну, я надеюсь, что вы обзор посмотрите, я буду его сравнивать с 24 Ultra. Кнопка абсолютно бесполезна, ненужная хрень, к которой вы обязаны а-ля привыкать. Извините за мой французский, но по-другому мне не сказать. Почему? Потому что, ну, это днище. Эта кнопка, это днище. Она неудобная, она некомфортная, и тебя просто, как, знаете, обезьян учат кубики вставлять. Вот это развивает интеллект. А нас учат каким-то образом использовать какой-то палец в каком-то положении для того, чтобы
использовать эту кнопку, функционал которой есть на другой кнопке. То есть, если тебе надо камеру запускать, то ты можешь ее вот через эту кнопочку запускать, если никто не забыл. Которую я тоже не использую, а использую только для включения и выключения беззвучного режима везде. Может быть, кому-то надо 554 кнопки на этом гребаном айфоне, но вот по-другому не сказать. Меня сейчас бомбит, потому что я хожу год с 15 Pro Max, эта кнопка максимально бесполезна. То есть, ну вот прям ни разу не видел, чтобы кто-то ее использовал. Я ей пользуюсь только для того, чтобы врубать беззвучный режим. И в общем, все. Они еще одну сделали. То есть, они не эту допилили, а сделали еще одну для того, чтобы ты мог не трогать экран. Короче, я уверен, что кто-то будет себя надраконивать. Я уверен, что это сделано для того, чтобы еще одна причина была новые чехлы продавать. Потому что 16 Pro Max он меньше, чем 15 Pro Max он меньше, чем 16 Pro Max. А в 15 Pro, я даже не помню, по-моему, одинаковые. Я их не сравниваю даже. Рамки стали меньше. Скорость работы точно такая же. И он также греется, собака. И без повода он тоже греется. И, по-моему, чем дольше я им пользуюсь, тем больше он греется. Но мы об этом не будем. Опять же, напоминаю, что я смартфонами пользуюсь этими яблоками без чехла. Кстати, 15 Pro Max я раздраконил очень сильно 14 Pro Max. Он у меня был весь потертый. Диману Вайперу огромное спасибо, что он все-таки его мне продал. Мне кажется, только iPhone можно продать, когда он у тебя с двух сторон асфальтом стерт до такой степени, что тебе его стыдно брать в руки. Вот. Такое ощущение, что ты живешь на улице, нашел iPhone и такой: о, у меня есть iPhone. Вот примерно в таком состоянии я с ним ходил, и потом его Дима продал в том же состоянии. Когда будет новый iPad, тогда я его куплю, буду очень ждать. Вот мой iPadик желейный. Про 60 Гц и про жарку iPhone 16 мы обязательно поговорим позже. Вот он, желейный iPadик. Всем доброго вечера. Сергей, Олег, Дончик, Тима. Напоминаю структуру канала. Есть у меня основной канал Польза.нет. Есть у меня Польза Лайв, где я буду делать обзор одним кадром и на этот смартфон тоже. Здесь у нас появилась 4К 120 FPS. Непонятно, куда использовать. Почему? Потому что, ну, вы же знаете историю с тем, что нужно уходить с YouTube на другие платформы. А другие платформы вообще показывают супер шакальное качество. То есть, по идее, мне надо вообще в контенте переходить на 720p. Смысла в большем нету. А они нам камеры пихают по 4К 120 FPS. Примеры фотографий, где фотографии, я туда выгружу потом примеры видео. В эту же, в прикрепе. Даша, привет. Deadboss или Deadboss, Олег, Света, Ровин, Тима, Дончик, Имба. Всем привет. Напоминаю, что мы здесь не обсуждаем ни религии, ни политику. Почему? Потому что у меня нет мозгов для этого и времени. У меня есть мозги и время только для железок. Но кто знает мой контент, понимает, что трачу я этого времени ой как много на эти железки. И один только вчерашний 5-часовой стрим, после которого я до 5:30 утра ездил, снимал примеры видео. Потом с утра встал, опять снимал примеры видео. Потом еще генерирую для вас этот контент истерички по поводу того, что YouTube дал теперь в 4 раза больше монетизации всем этим обезьянам, блогерам, включая меня, какого-то лешего. Теперь каждая вот эта вот штука с миллионом подписчиков получает по 40 тысяч баксов из-за того, что его замедлили. Ну, то есть его замедляли, чтобы они ничего не получали, в итоге получают. То же самое по поводу системы монетизации. Когда появится система, вот сейчас появилась система монетизации на ВК, я смеялся в голос. Я не могу вам об этом рассказать. Почему? Ну, точнее, не рассказать. Потому что я, когда зайду, у меня она была, мне никто не верит, у меня была монетизация, а потом закрыл ВК по тем причинам, что они показывают не просмотры, а показы, и плюс у них были много всяких противных требований. Это, в общем, не нытье, у меня все равно с ними будущего ноль, и я думаю, с остальными людьми тоже. Почему? Потому что, чтобы получить монетизацию в ВК, барабанная дробь, тебе нужно набрать 500 тысяч подписчиков. 500, мать его, за ногу тысяч подписчиков. Я пока даже на Ютьюбе был бы недостоин. Для того, чтобы получить монетизацию на Ютьюбе, на секундочку, тебе надо 10, по-моему, тысяч. Раньше было вообще 3. И она подключается. Ты просто AdSense делаешь в другой стране. Вот и все. 2 кликами тоже. И мало того, что 2 кликами. Сегодня я постил пакет оттуда. Мне его дали. И я знаю, что этот пакет шел на чувака без имени на левый адрес. И забирали его просто на почте. То есть вообще без имени.
AdSense послал просто без имени на левый адрес, и просто его надо было физически сказать, что вот на вот этот адрес письмо от Google. Ну, потому что не 550 тысяч писем приходит, логично, на какой-то адрес. Ну, потому что там указана все равно левая какая-то комната. А без имени они его не могут отвести. Ну, здесь, во всяком случае. И так во многих, кстати, местах. Так к чему это все? К тому, что теперь монетизация, как и была. Ну, то есть в России не было монетизации, у YouTube не было, а теперь ее сделали, потому что кто-то смотрит через какие-то программы, и кто-то смотрит теперь рекламу. И теперь у всех этих гондольеров, которые на гондолах плавают, у которых был контент, которые должны были получить не 10 тысяч долларов из-за того, что они ныли там по 5 миллионов подписчиков у них, а теперь они получают 60 тысяч долларов. И вот, ну, а я в состоянии планктона вам просто рассказываю об этом, потому что я там вот снизу, на дне этого всего дела смотрю наверх и такой, да ну я как бы с одной стороны рад, а с другой стороны меня как 40-летнего седовласого чувака слегка бомбит от этих тем. Потому что, ну, как бы туда 60 миллиардов, туда там 30 миллиардов на Рутюб, допустим, а там в ВК невозможно смотреть на телеке, а еще в Рутюб одним кликом ты ничего не перегрузишь с Ютуба, и никого это не трогает, ты должен все это скачивать и потом выгружать. И еще ручная модерация, ты сидишь вот так, ну, есть VIP, которые не ждут, а многие вот так вот сидят и ждут. И еще нулевые рекомендации. Хочешь, чтобы тебя смотрели, плати деньги. И ты такой, да ладно, так можно было. И потом после этого, в общем, блогеры все перейдут, и тогда мы YouTube полностью закроем. Куда переходить? Чуваки, вы меня смотрите, куда переходить? У вас нет системы рекомендаций. Вот примерно такая же бомбежка у меня была в моей телеге, я решил не удалять. Ну, потому что, ну, реально, вот куда? А почему? Потому что новости появились, что какой-то видный деятель, ну, а нас официально же никто не блокирует и не замедляет YouTube. Вот, видный деятель сказал, что вот, чуваки, мы, YouTube, с вами замедляем. Оказывается, замедляем. Я просто не знал. И не было этой информации никакой. Он же ни в каких реестрах запрещенных нет. То есть, если вы смотрите YouTube, все в порядке, вы в законе. Я даже стримя на YouTube ничего не нарушаю. Так вот, этот чувак сказал, что как только блогеры перейдут на русские платформы, заработав... Извините, я просто никогда там 500 тысяч подписчиков не получу. 500 тысяч подписчиков в ВК без рекомендаций. Это надо миллиардов 20, наверное, туда потратить. Либо прийти и такие, напишите мне 500 тысяч. Они такие, легко, как и показы. Чтобы вы понимали, вы смотрите ВК, и вот каждый раз просмотр засчитывается, когда ленту листаете, или у кого-то в ленте что-то появляется. Но важно не это. Важно то, что у меня, для примера, на YouTube, только на одном канале, 20 миллионов 200 тысяч показов. Вы прикиньте, каким бы я боссом казался в ВК. Просто такой 20 миллионов показов. Ну, там же показ это равно просмотр. Так что все наболевшее, истеричное я вам рассказал. И теперь можно вернуться к великолепным тем же самым айфонам, вот Ctrl-C, Ctrl-V, с которыми в этот раз не было проблем. Я напоминаю, в прошлом году я вам ныл, что вот этого вот цвета не хватало. И мне пришлось, по-моему, купить или на 512, я даже не помню, на сколько гигабайт я его покупал, прикиньте. Насчет того, что я с ним ходил, я сейчас вам покажу, сколько у меня убилось батареи, я на него снимал контент. То есть те, кто смотрит YouTube, они видят, что это на яблоко снято. Это, в принципе, заметно. И последний год 95% было снято либо на этот телефон, либо на 15 Pro у моего оператора Игоря. 89%, точнее, уже, наверное, партнера. Уже как года 2. 89% количество циклов перезарядки 429. То есть в среднем я его заряжал 1,5 раза в день. Потому что когда ты используешь что-то как камеру, это долго. Что самое днище было в этом смартфоне и перекочевало сюда? X5. То есть, если ты снимаешь ролики, вот они просто по очень плохому... Не надо мне про оптический зум, еще что-то, потому что вот это вот должно было быть просто с кнопочкой X3. Телевиком на X3. Полноценным, очуменным, 48-пиксельным, мегапиксельным телевиком. Они это убрали. Они добавили сюда душманскую кнопку, которую они по-любому уберут для того, чтобы новые чехлы потом в следующем году загнать сюда. Они... не парились по поводу шима, как мы уже поняли. Они никоим образом... Ну вот ценник, кстати, нормальный. Кстати, сам себя перебиваю. Записки сумасшедшего будет сегодня стрим. Первый прогон. В замете он прогрелся. Я говорю, он весь день у меня был горячим. Весь день. 820 люксов. Молодец. Молодец, красавец.
Для того, чтобы пройти еще раз, нужно выйти и зайти. Не затыкаясь, рассказываю вам о своих злополучных наблюдениях. Так вот, рамки у этого смартфона меньше, поцарапался он минимально, и он у меня в адекватном состоянии. Не посмотрел я объем памяти. Короче, не хватало там смартфонов, и мне пришлось купить с большим объемом памяти. Так. А с каким я до сих пор не помню, потому что она у меня ни разу не забивалась. Но опять же я ее скидывал. Хранилище iPhone. Да, на 512 гектар. То есть и этот... Но этот я сознательно купил на 500... На 512 же я купил. Да, на 512 гигабайт за 144 тысячи рублей. Я чеки скидывал все. Сейчас покажу. Но это 16 Pro Max. Это 15 Pro Max. Вот. И хранилище айфона. Да, 512 гигабайт. То есть тоже. Ctrl-C, Ctrl-V. Здесь у меня забит, скажем так, если бы я его не чистил, он, наверное, забит бы был в раз 500 больше. Но я его чистил, и 500 гигабайт, в принципе, хватает. Пам-пам. Да, три слова из 3 буквы мы забываем, потому что неизвестно, кому она принадлежит. Но точно чуваки, которые замедляли YouTube, сначала скупили все программы на 3 буквы, особенно те, что сейчас продолжают работать, вложились в D, та-та-та-та-та-пи. Ну, понятно, что дальше. Конечно же, это чувак такой волшебный такой. Это я вот просто один, а вот там база была. Я не верю, что это все не про 60 миллиардов, нет, 60 миллиардов само собой, но что там есть еще что-то шорцами, как любят все на крипте, еще с чем-то. Вот прям в воду не гляди. И к чему это все? К тому, что на вот этих замедлениях, блокировках заработали очень хорошо политблогеры с Ютьюба. Они должны были заработать. Ну, в общем, очень хорошо заработали. Им сделали X4. Им сначала запретили рекламу продавать, а потом сделали X4 и еще и дали выводить. Вы не понимаете, вот эти вот чуваки плохие, против которых это было сделано, они не могли сделать AdSense за рубежом. А теперь они не просто не могут, они не могут сделать AdSense в России, это типа кошелька для YouTube. И у них теперь кошелек за рубежом, налоги они не платят, и еще и монетизация в 4-5 раз больше. Та-да! Вот, так что вот такая вот замедление-блокировка получилась, если кто не знал. По поводу, возвращаясь, айфонов. Если говорить про съемку. Появилась у нас 4К 120 FPS. И вроде бы я должен брызгать слюной. Ура! Ура! Он теперь как S24 Ultra. Он теперь как, помните, Палас у нас какой снимал в 120. Ну, в общем, смысл в том, что все очень круто. Есть смарты, которые снимают в 4К 120. Но эта фишка... Нет, это днище. Почему? Потому что я лично, как и чертова туча покемонов, ну вот я древний покемон, а есть еще маленькие покемоны, которые снимают для ТикТока и подобных платформ короткие ролики. Так вот, все эти бешеные обезьянки, они ждали в киноэффекте 4К 60 FPS. Понятно, что не для Ютуба, но все равно. Его нет. Допилят ли его? Вопрос дня. По поводу улучшения 30% графики, 30% мощности, сопроцессоры, я пока не понял. Ну вот пока все тесты, что мы проходили, не показывало 30% прироста. Может быть, где-то они есть. Так, почему он запрещен? Я не знаю, кто запрещен. Вот. И по поводу этой железяки, мне 16 Pro нравится нереально. Цвет вот этот вот волшебный, вот этот вот колхозно-приходской, цыганский, просто лютейшее днище. То есть даже если ты хочешь что-то золотистое, это не золотистое, это нечто. Но огромный плюс, что вот это дело в помещении ищется тяжелее, чем вот это. Ну, так как у меня помещение в темных тонах, может быть, кто-то любит светлые помещения, у них везде много белого, но вот это вот в моих помещениях, оно отлично находится, потому что оно как блямба. И такой цвет раздражающий. Если будешь носить без чехла, прям огниво. Вот. Потом еще какие моменты по поводу цвета. Так вот, цвета не было, никаких проблем с ним. По поводу того, что вам пихали в уши, лили, что не хватает 16 Pro, ой, 16 Plus, ни одного человека 16 Plus не забирало. Ни по предзаказу не было, ни когда я покупал, я специально прошел, спросил. Говорю, 16 Plus available, yes.
someone buy, они, no, I understand. И, в общем, нет, они понимают мой ломаный английский, я уже адаптировался к азиатскому английскому. Это чуть-чуть ниже, чем наш какой-нибудь уровень между поселком и деревней. Я имею в виду мой, для того, чтобы было взаимопонимание. И, короче, плюсов здесь, версии плюс, нереальное количество все расцветки. По поводу золотого цвета то же самое. Нет никаких проблем ни с какой из типов памяти, их много. Вот. И повторяюсь, цена 150 кусков. То есть сотку ты тратишь на билеты, 144. Ну, там получается 159 плюс таможенный вычет, и в итоге выходит 144. Вот. Если купишь терабайтник, то, разумеется, больше еще выиграешь. Как бы так. И он стал чуть, это 15 Pro Max больше. По поводу 16 Pro, я думал, буду ходить 16 Pro, а потом я увидел X5 и подумал, а не пошли бы вы вот туда же, где и на букву X. На X и Y, в общем, на X между ними. Вот, и это я, кстати, про геометрию больше, а не про третью букву. Про цвет тут барыги белые продают дороже. Ну, Тошек, я смотрел, что наоборот золотистый продают дороже. А зачем белый? Белый же был. Ну, короче, у каких-то барыг золотистый дороже, у каких-то белый. По поводу версии без симок с симками. Стандартно, мне кажется, в Китае 2 симки. О, я в Китае полечу, может, куплю себе 16-й белый. Про. Идея. Если есть идея, есть... Была Икея, была идея. Лучшие мои кухни. У меня есть подруга Иришка. Она купила Икею и 4 раза столешницу. Там же не пожизненно, или 10 лет гарантии, или пожизненно на столешницу. Она купила из ореха, ну, я уверен, что это она ее убивала. Постоянно водой, она же убивается. 4 раза ей меняли столешницу. Я не знаю, кстати, может, кому-то еще меняют. Вы видите, куда меня несет. Так что... Вспоминая все эти метаморфозы, я буду теперь не кофе, а вот это вот дело, витамин С пить. Его тоже вредно, наверное, пить. 16 Pro, 16 Pro Plus, 16 Pro Max, просто великолепные смартфоны, как и 16 Plus. Когда ты поедешь в отпуск и спокойненько себе его купишь за адекватный ценник, потом еще таможенный вычет получишь. 16 мы будем проверять потом. Но только сегодня, только для тебя я скажу, что нет. Это раз. Два, я специально покажу тебе на вот здесь. Смотри. 4К 30, 60, 120. Я не понимаю, почему на 15 Pro Max его не завезли. То есть, как бы, все норм. Днище теперь. Можно выбрасывать. Вообще. Проц не вытягивает, может быть. Валу, она кошмар, когда ты в нашем ритейле по четверть мульта ее увидишь. Вот тогда она кошмар. Когда ты покупаешь ее за 1,5 соточки на 512 гектар, это то же самое, что купить Samsung на старте продаж. Только Samsung будет стоить потом новый 85, а вот 15 Pro Max я что-то по 85 не видел нигде новый. Вот хоть убей. Может быть, кто-то где-то видел, можете написать. Team Cat, смотря для чего. Ну, то есть тут же вопрос в том, откуда ветер дует в прямом смысле. То есть, если тебе важен воздух, мне важен воздух. Это либо Вьетнам, туда, на юг, Дананг или как там его. Либо, но я там не жил, я рассматриваю, потому что там дешево. Либо, если на воздух плевать, то я бы в Токио пожил. Мне там понравилось. Сейчас полечу в Малайзию, посмотрю. В октябре полечу в Белград. МСК, СКОК. Не надо ничего в помойку. С каким Димоном? Димон. С Владимиром я общаюсь. С Димой Вайпером я один раз с ним общался. Всего. Дима огонь, легенда. Пушка, гонка. Без сарказма я говорю. Я сейчас вам, кстати, объясню, почему я так говорю. И это не сарказм и не стёб. Я не говорю вам о контенте.
То есть у нас до такой степени разный подход к обозреванию девайсов, что это другое. Я хочу сказать просто про количество контента и маску. Я думаю, что все равно это маска. Не выгореть с таким объемом, я не знаю, как можно. Я не знаю, как можно. Можно кукукнуться, он столько лет на Ютубе. Вот. И откуда он дрова берет, я не понимаю. По поводу меня, я говорю, я сегодня, ну, для примера, я сегодня пошел по магазинам. Раньше я любил там кроссы купить, шмот. Все. Все, эта потребность кончилась. Это жесть. Officially. То есть официально у меня не осталось потребности. То есть шмотки для меня это вот просто, чтобы прикрывать кожу. Это жесть. Ну вот это 40 лет. Мне кажется, у меня начинаются только метаморфозы. Не подкидывайте, пожалуйста, кто старше 40, что дальше будет, потому что я не хочу это знать. Я примерно представляю, и я не хочу это знать. Железки меня все еще радуют. Ну вот, я про это и говорю, Андрей Штогрин, что можно и в Ташкент слетать. Куда угодно можно слетать за эти деньги. Новые Валу, ну вот, они бы старые OnePlus не по 60-65 продавали, перешитые, а продавать бы начали глобалки по 60 кусков на том же Али, и все, и цены бы им не было. Ну, потому что, ну, нехорошо. Олег Олегович, я не говорю про... Для кого-то мой контент так себе. И, ну, я понимаю этих людей. То есть у меня много некомфортных вещей. Я вообще... У меня, в принципе, подача неприятная для многих. 550 люксов. То есть, чтобы меня понять, вот как второй прогон, по 5%, пока он ест. Наверное, нужно быть таким же древним чуваком, как и я. Ну, или какую-то психологию иметь такую же. И все. То есть у меня-то персонального никому ничего нет. Я же рассказываю о железках. И, разумеется, в жизни я нехороший человек, я перехожу на личность, если ругаюсь, еще что-то. Но здесь-то все очень просто. Есть железяка, есть методика, моя лично. Ну, она у многих плюс-минус одинаковая. Только взгляд на итоги очень разный. Почему? Ну, не все покупают все. Не все что-то покупают. Я, допустим, понимаю, что чувак, взявший у какого-нибудь серовоза, перекупа или магазина iPhone, он не будет с пеной у рта говорить, что это то же самое, что по материалам лучше 15 Pro Max, что съемка одинаковая. Ну, то есть он будет как минимум не договаривать, а как максимум, как я видел, врать. Почему это автоматически, подсознательно, мне кажется, проходит? Он будет уводить вот эту рекламу, еще в какую-то лабутень. Чуть-чуть добавлять правды из разряда, а вот здесь там лучше. Опять же, что-то неважное. Вот, допустим, мне глубоко все равно, как фотографировать что-то в Zoom X15. Потому что, если тебе нужен Zoom X15, ты покупаешь китайца. Vivo, Oppo, неважно кого, но не яблоко. Сколько в жизни я использовал эти иксы? 0 раз. Потому что все в X15 будет выглядеть хуже, чем если ты на основной модуль просто его сфоткаешь рядом. А дойти иногда нет возможности. Как часто вы пользуетесь этими фотографиями, ну, я черт его знает. Вот. Но это очень специфичные моменты. Так можно специфичные моменты накидать, и они так не важны, особенно ебловодам. Я ебловод. Еблофан. Ну, короче, чувак, который яблоко использует для камеры. Еблокамерафон. Вот. Поэтому чего-то полезного в сети, к сожалению, для себя, кроме игрового контента, который там очень много всего, но, в общем, по минимуму, и вроде я согласен, но там внутри рекламируют крипту, и какого скама там только нет. И ты такой, ну так-то норм. Очуменный плюс, то есть вся правда, и очуменный минус, потому что чувака вот в водоворот такой вот очень плохой штуки притягивают. Так что, если у вас есть на руках iPhone 15 Pro, у вас есть X3, кайфуйте. Или сначала придите в магазин вот с этим X5, потусите, а потом решите для себя, зачем вам менять на кнопку, которую вы не будете... Ну, то есть купить смартфон с какой-то там кнопкой, еще и физической, для того, чтобы... Вот
Окей, я, может, имбецил во многих вопросах, не в вопросах техники. Они хотели сделать круто, сделали бы две сенсорные кнопки триггера. Как помните, в Realme GT Master Explorer Edition GT2, Master Explorer Edition 2, две были сенсорные кнопки, которые никто даже не пиарил. Вот это прям взрыв мозга бы был. Плевать, что он там яркость сбрасывает, играть тяжело, еще что-то. И повесьте на них функционал, какой хотите. Сделайте, чтобы вот можно было там трогать, щупать, еще что-то делать. Но нет, они делают какую-то херню для тиктокеров. Я не знаю для чего. Ну, короче, у них... Олег, у нас у всех меняется мнение. Давайте не будем обсуждать других блогеров. Мы обсуждаем железяку. Дукат, огромное привет. Ты обозреваешь железо, не вылизывая. Опять же, это мой взгляд. Я допускаю, что... Ну, вот как мне, допустим, я же общаюсь с блогерами. Эти блогеры, которые вылизывают, говорят, ну ты же людям не говоришь, что Bluetooth версии 5.1 хуже, чем 5.4. Это я типа каждый ролик должен объяснять. Я говорю, что это не новый. Но ты же не говоришь, насколько он не новый. Я говорю, что есть уже 5.4. Но ты не говоришь, что это хуже. Чего? В общем, у всех свой подход. И неважно, кто как что делает. Но я говорю, яблоки для меня это как... Как, наверное, самая простая железка и с эмоциональной точки зрения, потому что я их купил, я их завтра могу отправить в Москву, после того, как протестирую, я это делать не буду, и не потерять ни копейки. И 15 Pro Max я продам, я потеряю, ну, 1020 максимум. Когда я продавал 14 Ультра, чуть ли не через 3 месяца, я потерял 30, по-моему, 5 или 30, или 35. Вот и все. То есть через год юзания 15 Pro Max я его продам плюс-минус те же деньги. А если бы я купил вот это за 150, 24 Ультра, и сейчас продавал его за 75, я бы, наверное, вообще вскрылся. Ну, потому что терять там 75 тысяч, 65, 50 тысяч на смартфоне, ну, это жесть. А что-то iPhone не подешевел вообще за это время. Как-то никак. Я не пиарю яблоко. Вот сейчас, если кто сначала сидит, они видели, что я говорю о яблоке и как я о нем отзываюсь. Огромное спасибо всем, кто пришел. Кому не жалко, подписывайтесь на канал. Кому жалко подписаться, поставьте лайк. Кто лояльно настроен к подобного рода прожаркам, еще колокольчик не забудьте, подпишитесь на ТГ скидок. И все, и вы мой герой сегодня. Так. Валу, да много чего они могли сделать. То, что они сделали, это днище, мое мнение. Притом на один из этих триггеров вместо кнопки питания повесили бы 2 триггера. Все. Один из них бы выключал телефон. Все. Ты сделал просто пушку, гонку, бомбу, универсальное устройство. Team Cat, я не знаю, я себя вижу через 10 лет или нет. Вы спрашиваете про желез. Когда тебе 40 лет, ты на 10 лет вперед не думаешь. Это я в 20 лет думал на 10 лет вперед. Горизонт моего планирования месяц. Все. Месяц. Месяц, горизонт планирования в 40 лет. Дожить до октября, потом дожить до ноября, и потом как-то дожить до Нового года. «15 Pro Max» сейчас за 85 сливают. Да ладно. На 512 гектар, ну-ка удиви меня. Где же его сливают? Или ты сейчас мне скам прорекламируешь, который даже за деньги народ не хочет рекламировать? Я знаю, о какой платформе сейчас ты напишешь. Пошли туда деньги, потом напишешь, как они тебя развели. Но до этого зайди на iRecommend, вбей название и очумей, что это за разводняк. Диди, тогда я вообще взял его за 15. Напиши, где. Может, они его украли. Украть можно за 85. Где можно купить iPhone 15 Pro Max даже на 256? Ну-ка. Вообще жир. Что за бред? 85. Где он? Я даже не удалю, если я сейчас найду его. Найдите мне этого человека, Диди.
Я открываю Авито, я достаю из широких штанин паспорт и вижу 103. Они, наверное, закупаются там, где ваши купили за 85. Да? Прикиньте, сейчас он нам подкинет где, и мы можем продавать новые по цене бэушных и навариваться минимум по 15. Да нет, есть по 105, по 106. Но опять же, надо самому ехать. Либо ты 7, по-моему, 7% за доставку. Сколько-то Авито. Если ты в Москве, Питере, можно за сотку найти. 102, 103. Может дешевле 5 секунд. Ну-ка. Есть цена, не указана много. Можно за 4300. И за 8500. Я думаю, вы понимаете, что там будет, да? Премьер, ну, не смотрите, в основном люди приходят пообщаться. Нет, что БУ по 100. 102 в Москве все равно. Ну, или не там еще, надо по-другому. Ну, в общем, давайте-ка попробуем Москву. Там, наверное, по 80, по 85. Реально? Можно тогда в Питер возить, слышите? По умолчанию. Не вижу. Не вижу по 85. Я вижу муляж коробки по 5000. О, есть бэушный 1.85. Без отзывов. Есть еще Эдуард без отзывов. Здесь за 70, кстати. Мишель. Только отзывы 3 звездочки. И нужна замена дисплея. Так что да. Вижу за 85 от Эллы. Бэушный. Годовалый. Короче, за 90 я свой продам. Ей! А, на 512 я даже дороже продам. Ха-ха-ха. Или здесь его продам, посмотрим. А кто-нибудь освоил свой X-Max на ОС 17? Я нет. Где человек? Авито имел в виду не запечатанные, а не БУ. Диди, открой Авито и найди мне за 85 кусков и скинь сюда новые. Балаболы наполняют интернет. Так, ну, врет человек. Врет и не краснеет. Дети же везде должны быть. Вон аватарка. Розовенькая, счастливая. У меня тоже, видишь, такого же цвета. Нет, у меня или это фиолетовый. Так, третий прогон. Третий прогон. И мы дадим ему отдохнуть. Полюбас. Измерим люксы. В разробе аккумулятор приложений для iPhone, для Android. Пам-пам. Может быть. Привет, этот зеленый силиконовый собирает пыль? Нет, вроде. Не знаю. Почему он силиконовый? Нет. Так, not now. 560 люксов. Металлическая, кстати, штука тоже разогрелась. Хорошо отводит тепло. И я думаю, что толком температура не повысилась. 37. Нормально он, 38. То есть нет 40 градусов даже у экрана. Но мы должны ему дать отдохнуть. И потом мы возьмем его и поиграем в него. Сначала в Диаблу полчаса, потом, ну или до момента того, как он сбросит яркость экрана. Или час. Потом в PUBG стоит. И может быть Гену. Диди, я тебе сказал, по 85 с одной звездой. Иди купи. За 85, 15 Pro Max, на 512 еще гитар. Ладно, окей, на 256 я нашел. Но я бы там точно не покупал.
Dream DD это один из тех людей, которые... DD, я только что потратил 4 сотки на эти смартфоны. По-моему, 4. 300 там 80. И у меня нет морально-этических проблем с тем, что вот это вот дело я либо выброшу, либо он у меня разобьется, либо он будет валяться, как и 13 Pro Max. Я знаю, что я за 85 его продам. Какой за 8? Я за 95 на 512 гектар продам как нечего. А скорее всего за сотку. Вот. Та-да-да. Вообще устроить впервые за историю канала, как это называется, аукцион на 15 Pro Max. Чтобы народ купил его вообще за десятку, да? Потом говорит, 15 Pro Max можно и за 10 купить. Када. Не может быть теста зарядки батареи, потому что зарядники по 40 ватт, 45, они еще не продают. А ригом его еще не зарядить. Отдельно шортсом я сделаю, как только появится зарядка. Вот и все. Вот и все. Где-то часа полтора, наверное, будете. 13 Pro Max. Нет, не буду продавать. Он мне нужен как ключ. У меня несколько телефонов ключей. Это телефон-ключ. Я об этом говорил, по-моему, МСК, СКОК. У меня же не только YouTube. Я еще ключи продаю, видите, от дверей. Здравствуйте, где вы находитесь? Планета Земля, Фарик, а вы? В комнате, на стуле сижу. Веду стрим по прожарке 16 Pro. А вы где находитесь? Тоже на стуле или на диване? Пам-пам, 15 Pro я отдам. Отдам. Но, опять же, он у меня будет всегда рядом. 16 Pro Max я буду юзать, 16 у меня будет валяться, и единственное, если мне захочется, я сделаю еще обзор на 16 Plus. Я посмотрю по своему настроению, потому что 15 Plus я купил, он до сих пор у меня лежит, и все. Но это вот уровень моего блогинга. Чувак купил 15 Plus для того, чтобы каждый стрим говорить: я чебурашка, у меня 15 плюс лежит. Я себя типа мотивирую, чтобы сделать на него до сих пор обзор. Но, я могу купить 16 плюс, чтобы сделать обзор на 15 плюс. Это новый уровень дна, да? Вообще огонь. А ган зарядки их норм, вообще все их заряжает. У меня нет зарядки, которая не заряжает iPhone. У вас есть зарядки, которые айфоны не заряжают? Поделитесь. Дрим, да я шучу, ну какой у меня поспать бы и поесть. Я сегодня мимо кафешки ехал знакомый. Ну как кафешка? Рис с курицей мне выходит в 180 рублей. Ну и плюс вода. 180 рублей рис с курицей. Нормальный рис и нормальная курица. В видео вы видите. Иногда в примерах. И я понял в 7:30 вечера, что я не ел. Я реально вообще не ел. Вообще не ел. Вот в прошлом году у меня были плохие недели. Я мог там через 3 дня вспомнить, что я не ел. Это очень плохо. Это очень плохо. Сейчас у меня таких запар нету. Но в 16 лучше, чем в чем? Цифры из 16 лучше, чем 15, потому что цифр больше. Александр Орлов, привет. Короче, по поводу исправления прикуса. Вот сейчас я вам показал не красивый прикус, но он не вредный. Я его когда начал делать? 26 лет. Относил я брекеты 3 года. Я был экспериментом у ортодонта, я так понимаю. Он удалял мне клыки, еще что-то. Почему? Потому что я такой, ой, чуть-чуть кривые. А потом поперла пульпа расти не там, где надо, и не там, где надо. Началась инфекция, и мне такие, либо ты, подрезали, либо ты делаешь брекеты, либо, в общем, будь обезьянкой, все время ходи к хирургам. Я поставил брекеты. Так что, если вы думаете о будущем, зубы наше все. И когда вам вот эти вот старперы, типа меня такие, береги здоровье с молоду. Вот зубы полюбас. Полюбас. Потому что основа здоровья, волосы, которые, конечно, можно пересадить, но, в общем, если они выпадают, ты должен напрячься. Кожа, если у тебя начинает какая-то лабутень с ней, ты тоже должен напрячься. И зубы. Если начинается с ними трабл, то ты должен напрячься в 10 раз, что что-то в твоей жизни идет не так. Во всех этих случаях я рассказываю просто, как продлить период того, что ты можешь долго и упорно работать
И все, чтобы приносить бабло. Вы редко роняете телефоны. Я в одно время разучился ронять и все. Я постоянно ронял 15 Pro Max. Постоянно он у меня вылетал отовсюду. Из байка. Когда я стоял, там пакет брал, еще что-то. Вот постоянно везде вот так вот летал. Но я его не буду специально разбивать. Я потом в ролике покажу. Я не знаю, здесь по-любому видно не будет. Короче, он у меня дико покоцанный. Я не знаю, как он у меня не разбился ни разу. Ну и по сравнению с 14 Pro Max, который у меня вот один раз вылетел из байка, я подумал, все, абзац, он упал и пролупил на экране, ну вот экраном вниз по асфальту, ну не меньше метров 5, вот так. Я такой, и ничего, и ходил с ним. Кристина, спину тоже. Вообще все надо, опорно-двигательный аппарат весь. Вообще вот тяжело не поднимайте. Лучше быть неудачником и здоровым, чем с грыжей и героем. Потому что потом с грыжей вы героем уже не будете никогда. А неудачником будете навсегда. То же самое, что касается спорта высоких достижений. Как вы это дело монетизируете потом? Будьте аккуратны. Особенно там, где получать по голове. Одно неудачное получение по голове, и ваши родители и родные будут из-за ваших 1000, 2000, 5000 долларов кормить вас с ложечки. Посмотрите про этих людей. Зубы вечная проблема для меня. Ник Либра, один раз их сделать, потратиться и все. YV, здорово. Не забываем прожать палец вверх, палец вверх. Мне нужен этот чувак, который рассказывает, каким образом нужно говорить. Давайте наберем хотя бы лайков 300. Нас 170 человек, други. Можно же напрячься. Ну вот, Кристина. Ну вообще у всех есть что-то. У меня есть протрузии. Знаешь, у кого ничего нет? Кто не... Так. Дионис. Просто поддерживаю небольшим донатом. Меня в прошлый раз Дионис вчера. И Скуф. От Скуфа тебе привет. Вчера тоже донат не ответил ему. Все. Скуфу ответил. Скуфу от Скуфа привет. Да ладно, лайк можно поставить. Михуил, спасибо, ты дошел до нас. Исправь, или у тебя реальное имя Михуил? Если Михуил, то странно. Дрим, ну нет, байк, опять же, я же говорю, плавать, бегать, час, аэробные нагрузки, анаэробные, работа с собственным весом, подтягивание, отжимания на брусьях, работа со связками, все это круто. Но работа с железом 10 тысяч раз подумать, потому что это ваша красота, очень вероятно, сыграет с вами злую мужскую шутку. Кто должен, тот поймет. И это того не стоит. Все мои знакомые, кто стал для других знакомых, кто тоже большой и супер красивым, сейчас испытывают определенного рода проблемы, которые я бы в жизни не хотел испытывать в возрасте. Вообще бы никогда бы не хотел испытывать. Никакой фармы. Оно вам не надо. Здоровым себя считают только те, кто не обследуется. Однозначно. Я был больным еще в лет 10. Так, в принципе, он остыл. Вообще холодненький, вообще. Кстати, я сегодня его гонял в великом и ужасном... В ужасной съемке. Но он отработал у меня... Опа. Только час в съемке. 33 минуты. Притом был автоподбор частоты. Это очень плохо. Точнее, включен автоподбор частоты. Сегодня ночью я поставлю его еще раз снимать. И мы узнаем. Иван Иванов, мы вот про это не рассуждаем. Нет, у меня этого нету. И это не самое страшное, чего я боюсь. Это просто идешь к хирургу и все. Диди любит этот канал. Скам тем более. Все, успокойся, Диди. В третьем лице о себе. Прям как я. У тебя тоже большие ментальные проблемы, я смотрю. Так, дальше. У нас любовь почти взаимна. Я тоже люблю, что ты смотришь мой канал, Диди. Хотя я твой ник не знаю, кстати.
Рене, у всего есть ресурсы. И когда тебе впаривают, есть натуральные эндоморфы, ну, то есть ты вообще крепыш просто. И эндоморф же, правильно? Давайте не будем. Вот я в 40 лет могу обследоваться, и я уверен, что в определенном смысле я очень здоровый тип и работоспособный. У меня есть какие-то вещи, которых я придерживался в жизни. Логично, что основная вещь – это когда ты не пьешь, не куришь 15 лет. Но других вредных факторов было много. Я уверен, что если бы я занимался железяками, такими вот, то все было бы плохо. Я могу бицуху показать. Она вот при этой дрещавой руке еще есть. Но это будет на техноканале просто ржака, если уже я этим начну заниматься. У меня в прошлый раз я обещал $5000, помните, тому, кто меня будет проверять на алкоголь или наркотики. Точнее, спор. То есть, если я выиграю, то в любой момент время дня и ночи вообще можно меня выцепить. Но если выиграю я, то мне это 5. Вот. Я не думаю, что кто-то будет рисковать. Один раз упал от броска неудачного в дзюдо. Так у меня тоже ключица вот эта буквой Z. Кстати, по идее, по этой теме мог бы откосить от армии. Откосил на 20 лет, да? Шихим. Я еще раз повторяюсь, любой вид спорт высоких достижений, это для того, чтобы понять, как все это печально, нужно быть, как мы, взрослыми. Понимаешь? Так, включаем секундомер, запоминаем 83%. Запоминаем 83% и включаем секундомер. Видите, темы какие взрослые? Взрослые противные мужские темы. Вот. Но полезные, я считаю. И понеслась. Так, что у нас? Режим ад. Все. На английском языке, да и ладно. Так. Когда заметите, что он просел по... Есть перекос вот этот вот противненький по звуку. Раз, два, три, елочка гори. Я 10 лет не пью и не курю, друзья меня не понимают. Ну и в топку таких друзей. А зачем, чтобы они тебя понимали? Кто не курит, тот и не пьет, тот здоровеньким умрет. Это никаких проблем с этим нет, но... Ну и что? Лучше здоровеньким, чем загибающимся, по мне. Опять же, у всех свой путь. И у всех свой запас здоровья. Так, сейчас я музыку попробую включить. Если музыка будет бесить, скажите, потому что в прошлый раз... Как по звуку, кстати? Меня в прошлый раз просили поближе микрофон делать, и вот я его вроде бы сделал. Профспорт – это что угодно, но не здоровье, разумеется. Но опять же, тебя не делает счастливым отсутствие вредных привычек. Но здоровье для работы и для получения каких-то кайфушек прям must have. То есть у тебя просто может в 40 лет не хватить на что-то здоровье. Я надеюсь, все понимают. Там прокатиться на каких-нибудь, не самокатах, а этих, каруселях. Вы поняли, да? Каруселях. Потусить где-то. Звук есть, отлично. Ощущаете, 15 Pro гоняем. Вот здесь у нас только тач на 6 пальцев, повторяюсь. Не напомните мне потом показать 3D Mark. Звук хороший, ну супер. У кого как прошел выходной?
очередной. Ник Либра. Ну, я могу сделать еще громче звук, но опять же, мне кажется, что это будет опасно. Будут перегрузы. $47 все уже. Да, обидно. Можно было сделать больше 50. На заводе не работаешь, что тебе стереть? На заводе можно тоже ничего не стирать. Смотря какая должность. Правильно. Есть же инженера. О. Привет. Мюзикл. По-моему, я был один раз, я был всего в жизни на мюзикле. Это не моя потребность. Хотя, может, она и появится такая. Потребности всегда меняются. Destroyed. Я лично целый день валяюсь. Это тоже надо уметь. Я бы не смог. Не каждый сможет, я бы сказал. Мне кажется, я каждый день не смогу стримы. Хотя, может быть, завтра сделаем на iPhone 16. А вот потом через день на iPhone 16 Pro Max. Ну вот в этой истории, да, наверное, самый нормальный это что-то там Shadow Metal. Что-то надо сделать где-то. Тренировка и отдых. День в кайф. Отдых это всегда в кайф. Так, что-то я должен сделать. Так это ты возился или кто-то возился? Так, и чего нам надо сделать? Ну, это все мелочи жизни. Что-то надо пройти где-то. О, ничего ж себе, они у меня даже жизни как-то забирают. Прикиньте. Ну, это типа круто, что в металлическом. Куда-то бежим. Куда-то бежим и чего-то делать. О! Куда-то перекинуло в итоге. О! Типы. Типы. Я не совсем понимаю, по какой я теме иду, но, в общем, куда-то я иду. По температуре пока все норм. Так а сколько прошло-то? Вообще ничего не прошло. 8 минут? Пока все отлично, еще кондиционер включен. Я специально штаны надел,
Что, если холодно будет, чтобы вывозить? Наверное, за курткой, если что, схожу. Как вариант, во. Так, где эти типы? Верту есть тема, да. Ну, опять же, он смарт для богачей это особые 16 Pro Max от этих, как их называют, Катавилар или как там, которые в золоте, алмазах и всяких таких штуках делают. Там уже цифра не по 400. И реальный эксклюзив. Окей. Никогда не жду, я его купил и по предзаказу. Рано или поздно получу. Бегаем по линейке. Уже начинает теплее становиться, если вам интересно. Я думаю, вам интересно. Ни то, ни другое. Но я бы S23 Ultra, конечно, взял бы. Так, а чего тут? А, по одному типа? Один на один смогу? Все, тут уже два. Два уже не то. О, ничего ж себе, они появляются заново, что ли? Это прикольно. Success. И куда теперь? Nokia 6320 в золотом кожаном корпусе с алмазными кнопочками. Да, размеров сами кнопки, да? Или смарт в алмазе просто. Вообще норм идея. Так, и что опять? И типа я медленно, что ли, это сделал, или чего? Почему те же самые? Типа... Это лабутень какая-то. Excellent as always. Так, и чего? Все? Это лабутень. Shadow Trial. Вер тут смартфон феодала, да. Ну, яблоки тоже феодальные смарты, особенно терабайтники. Я так понимаю, что это что мне, левел повышает или почему это вообще все? Стоит ли покупать Pixel 7? Однозначно нет. Tensor зло. Он же на Tensor тоже. Когда они уйдут на Qualcomm? И когда будут делать версии, как Samsung на Qualcomm тоже? Стоит ли покупать F6? А у вас 500 бот, да? Фантом Жук.
Я что-то не понимаю вообще. О, Battlehold. Угу. Окей. Легко. Immortal это легко. Вообще как нечего. Проще всего это Immortal. Ничего. Completed. Окей. Ну что, Алекс, тебе зашел он? Так, а чего тут? Да, он начинает неприятно греться. 15 минут. Опа. А, это типа я могу менять его на другого типа какого-то? Или на лучника? Не, наверное, как-нибудь потерплю. Мейн. У кого еще новые смартфоны в последнее время? Или кто чего ждет? КВА. Да, наверное, КВА. Пока не сильно. Пока терпимо горячий. Это у меня 171 уровень, а надо 300, кстати, для разблокировки чего-то там. Опять туда же бегу. Линейка. Кстати, герой магии меча есть на, получается, на смартфонах или нет? Я понимаю, что можно через эмулятор, без эмулятора. Не знаю, Иван Пастухов. У меня нету а, способа оплаты в смартфоне, по-моему. Может, есть, но я настраивал их как новые. Это ближе у серовозов спросите. Я попробую. Может быть. Это и норм идея. Я гол. Мы все виноваты. Хорошо. Кирилл, я не использую смартфон как колонку. У меня не жужжал. Сори. Ну-ка. Ну тогда здесь тоже песочится на максималке. Чуть-чуть. Здесь на сотке песочится. Я на старый-то Switch не делал обзора. Хотя у меня Switch есть. Сын не играл вообще. Я не играл. Ну, там чуть-чуть, может быть. Сын чуть-чуть играл, а я играл чуть-чуть. Такая специфическая эта штука.
Алекс, ну к размеру постепенно привыкнешь, сразу никак не привыкнуть к этим лопатам. Хотя, опять же, вот мне удобнее в этот смартфон играть. Вот я потом буду тестировать 16 Pro Max, следующий, наверное, 16 просто. Вот. Куда-то там по линейке идем. Бесконечная игра. Так, а чего дальше? Виктория. Хорошо. Так, мне надо основные цели какие-то понять. Это не то. Type date, shop, activities system. Так. О, кстати, довольно удобно. Показывает он секундомер вот здесь, в этой штуке. Очень удобно. Так. Где же эти задания-то? Conquest, Battle Pass. Не хочу я Battle Pass'ов, хочу просто по заданиям идти. Тракт. Вот пойдет сюда, пусть. Кайфово, тач кайфово, пока все радует. Create Raid. Нормал. Create Raid. О, уже. Не шутя. А, я, по-моему, здесь долбился уже. Может быть, нет. Меня тоже раздражает изогнутый экран. Если вы смотрели мой обзор, я об этом говорил, что мне он не нравится очень. Вот сейчас какой-то глюк был с этой, не хотел брать он. Это, наверное, глюк игры. Очень часто можно глюк игры оценить, как будто это глюк устройства. Это глюк игры. Главное не путать. Так, куда здесь? Рисуем карту, да? Наверное, поближе надо. Чтобы видно было всю глубину глубин. Но игра в 60 герцах. И идет по ощущениям плавно так, как будто это все 90. Кстати, надо, знаете, чего проверить? Напомните мне в YouTube этот уфо-тест. Сейчас, хорошо? Кто-нибудь напомнит мне? Да, это версия 16 Pro в руках. И 16 внизу. О, ничего себе меня поели как. Прям хорошо так поели. Плохо, что как в этом, в PUBG нельзя включить и... Как дела с температурой? Пока терпимо. Ну, мы договорились, через полчаса проверим. Если за полчаса он не сбросит, то тогда уходим... Еще полчаса играем и уходим в этот. PUBG New State. А потом уже Гена. Тяжелая артиллерия. Но есть у меня ощущение, что яркость чуть-чуть сброшена.
Слегка. Но именно слегка. Будет прикол, если завтра, когда я уже зафиналю ролик, он у меня утонет. Будет жесть, конечно. Но я надеюсь на лучшее. А готовиться буду к худшему. Марк не забудь. Это 3D Mark просто показать, да. Хорошо, что мы его прогоняли уже. 46 килов. О, не успел, все. Подстава. О, успел. Не успел? Не успел. Ладно. Все, всех победил, и стало светло. Хорошо. Хорошо, когда светло. Когда темно, нехорошо. Так, тут типы какие-то. Ух ты, ёшки. Вы видели, да? Вот что, значит, отвлекся чуть-чуть. Есть альтернатива. Вот, пожалуйста, альтернатива iPhone OnePlus 12 с плоским экраном. S24 Ultra с плоским экраном, почти. Я говорю, мне не нравятся тоже водопады. Я не понимаю, как народ не видит искажения в них. Мне кажется, они отомрут постепенно. Потому что либо это какое-нибудь там 3D объемное видео, либо они должны погибнуть. Не забываем прожать лайк. Все, кто пришел. У нас с вами доказательные тесты, доказательные обзоры. Не просто он красивый, а мы показываем то, о чем говорим. Кстати, я сейчас фотографии тоже покажу, как он делает. 15 Pro Max и 16 Pro Max. О! Я понять не имею, что вам взять. Мне кажется, что Фантом Жук, вы просто драконите мозг себе и людям здесь. Вам не с кем пообщаться. Количество вопросов у вас диаметрально противоположных, которые друг другу противоречат, за сегодня было очень много. Не знаете, что покупать, не покупайте. Очень, 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 я считаю, хороший совет. Так, ага. Ладно, сейчас сюда еще пробежимся. Не прорисовал я здесь. Да, здесь есть куда заходить. Видите? Ага, здесь ничего такого и нету. Облом. Куда все убежали? Так, а здесь что? Ой, здесь есть чего-то. Хай всем.
Да, если бы у айфона возможность была устанавливать Android-приложение, было бы круто. Выбор такой, да? Купил iPhone и такой, я хочу Android. Нажал, у тебя Android. Но мне кажется, реализовать это довольно сложно. Может быть, когда-нибудь, но что-то я сомневаюсь. Ничего ж себе по прямой, если идти, смотрите, сколько здесь всего. Очуметь. Вообще какой-то бездонный. Все, понеслась. Куда они бегут-то? Ух ты, ёшки. Прям вообще. $74. Как говорится, смотря на для чего и какие запросы к смарту. Так, ровно 30 минут. Ровно 30 минут. И да, он теплый. Притом так, прилично теплый. Где у меня... Измерял шимы, в итоге... И в итоге переиграл я, да? Сам себя. 1300 люксов, ёшки. На секундочку. Вообще огниво. Вот это уже интересно. То есть мне кажется, что мне пора устанавливать Death Stranding. В следующий раз гоняем Death Stranding. Однозначно. Дорого? Как я к фолдам отношусь? Дорого. Обычно их покупают чуть ли не в 2 раза дешевле тоже. Фолды, флипы, и покупают их в основном один раз, и потом могут менять также. Допустим, у самсов очень-очень выгодная тема с обменом обычно. Старого на новый. Особенно всяких специфичных штук, типа с фолдов. Так что отношусь я хорошо, но сценарий использования у них минимальный, знаете. То есть лучше брать тогда лопату по мне, типа 15 Pro Max, 16 Pro Max, S24 Ultra, Oppo Find X7 Ultra, тоже тот еще огромный телефон. Ничего ж себе тут зарубы. Вот эти вот маленькие по килам норм. О, там какой-то тип босс. Мне кажется, я нашел босса. Тихо, 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 где он? Обидно. То есть я его искал или нет? По всей этой карте. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Да. Так, 120, ну все. Вот один босс всегда легче, чем 554 маленьких этих чувака. Все, мы молодцы. Но смарт, кстати, да.
Горячий уже. Хотя по нему не скажешь. Каждый раз думаю наклеить на него чего-нибудь, чтобы показывать, что он уже теплый. Но каждый раз не делаю этого. Ладно. Теплый-теплый. Ага. Это там босс. Один. Еще второй, третий, наверное, есть тут. Так, кондиционер выключен. Надо, наверное, бегать просто, искать босса. Нечего тратить силу на этих типов. Так, где здесь босс? О, жизни выпали с кого-то. Все. Токсики. А друг друга, интересно, они могут лупить или нет? Брошенный стул. О, вот там есть боссы. Вот и там пот. Да что ж такое-то? Раз. Клоус. Ничего ж себе, они сразу жизни забирают. Полубосса. В общем, не получится просто пробегать, надо тыкать постоянно. 72, пока 11. И вот я только сейчас начал наблюдать фризы легкие. Легкие. Совсем легкие фризы. Так, прямо насквозь. До конца по прямой. Опа. И ничего такого тут нету. Так. Ну так себе. Беготня. Уже в PUBG охота.
Нравится Pixel 7, покупай Pixel 7. Нравится Pixel 8, покупай Pixel 8. Нравится Poco, покупай Poco. О чем у нас диалоги? Вот, типы. Immortals. Ей. Победы близкие. Опа. Я хоть взял эту зеленую штуку? Да, какую-то зеленую штуку я взял. А, его прошел? Нет, я не убил босса. А, пока все гуд с айфоном. Какой прогноз? Хороший iPhone. Очень даже крутой. О, ничего себе. О, типа, когда я сейчас рублюсь, у меня теперь все время exception pole. То есть дополнительный опыт. О, мне кажется, это босс. Или это маленький какой-то супербосс. Вот тут вот стопудово есть. Доп. Опыт. Я, кстати, как бегал на 171 уровне, так и бегаю все еще. Не добавился у меня 172. Я не знаю, что делать такое надо. Бомбическое. Чтобы мне левел прибавили, но пока его не прибавил никто. Что-то там вылетело куда-то. Так, окей, здесь мы бегали уже. Я уже так отвлекался, меня вынесли. Так больше не хочу. Так. Направо. Потом налево, налево. Направо, направо. Куда мы не забегали. Так, жизни. Так. А здесь босса что, нету, что ли? Так.
Прорисовали все. Крутая тема, но как бы абсолютно бесполезная для вас и меня. И она полезна только для имиджа, чтобы напомнить о Huawei, что они не полностью загнулись. Они же не могут процессоры делать современнее. Они вот что делают? Они показывают, что могут 3 экрана соединить, потом 5 соединят, потом 7 соединят. Сейчас они продадут своим же топ-менеджерам эти устройства, раздадут топ-менеджерам заводов и потом будут продавать на Global. Для обзора их никто не купит. Может, я, кстати, куплю. Но я говорю, устройство абсолютно планшет. Просто это планшет. Допилили ли они для этого ПО? Увидим. Мне так не кажется. Так, тут вообще ничего нет. То есть, типа, когда открывается портал, ты уже все прорисовал, что надо? По сути. Или нет? Сейчас увидим. О, нет, тут есть еще... Во, босс нашел. Нашел я босса наконец-то. То есть, открытие портала еще не гарантирует, что ты все прорисовал. И вот максимальное количество стреляющих, это, конечно, жесть. Что урон не по площади идет, а поодиночке. Все. Не, ну это трындец только набирать. Опыт 172, только 172 появился. Так, раз, два, три, босс и типы. Ну, пусть складываться будет в кирпич, зато они будут одни, кто создал этот кирпич. У меня нет претензий к Huawei. Я рад, что они что-то делают. Что любая, даже имитация конкуренции, это хорошо. Это как я благодарен также третьему эшелону, там, Infinix, Техно и остальным. Не было бы их, не было бы вот этих приколюх с рекламными обзорами. Потому что они самые пластичные, я говорю. Допустим, для Huawei я никогда не буду делать. Никогда, не говори никогда, но я 99,9 в периоде уверен. Учитывая, что я знаю их политику, никогда не буду делать их рекламные обзоры для них. У них отличные аксессуары. Я купил все их часы. Будут по обзорам, по функционалу обзоры. Но это не делает их устройства лучшими на рынке. И опять же, их старые часы лучше по соотношению цены-качества и возможностей. Я пока не нашел чего-то уникального в них, за что надо их бежать покупать. «13 минут осталось, потерпите. Я сам чуть-чуть, ничуть не радуюсь. Так. То есть это мы прорисовали, это прорисовали. Остался третий босс. Босс номер 3. Так, кстати, чуть не вынесли меня чуть-чуть. Насквозь опять. Пусть дерутся. Еще чуть-чуть. Ну, вот этих вот надо выносить. Сразу, чтобы не оставлять здесь. Таких типов нельзя оставлять. Ёшки, как я зря сделал это. Ну ладно.
Пройду в оперативном режиме. Ничего не собираю просто. Так. Это аппендикс неясный. Круг. Интересная тема. Ладно. Часы от Huawei топ. Да, только вот новые дорогие все равно. Потому что ты берешь 3 Pro, 4 Pro, пятерки дорогие уже. Шестерки супер дорогие. Ну, посмотрим. Они в России всегда очень дешево часы продают, поэтому претензий к ним мало, скажем прямо. Не забываем прожать лайк все, кто пришли. Огромное спасибо, что присутствуете на очень многим ненужном тестировании. Ну, опять же, может быть, кто-то и будет принимать решения не просто потому, что смарт красивый. Но пока все good. То есть по сравнению с тем, что он мог до этого, и то, что он может сейчас, это прям небо и земля. Это небо и земля. Так, окей. Прямо. Стоит ли брать Honor 200? Да, дорого. Вообще, подождите, сейчас 14 Xiaomi 14, 14T Pro выйдет. 13T опять будут дешево продавать. И лучше 13T покупать, чем его. Однозначно. Безапелляционные однозначно. Тач тупить начал. Тупить. Чуть-чуть потупил на 50-й минуте. Либо это игруха. Может, либо меня приглючило, я просто плохо держал. Хотя он не горячий. Смарт не горячий. О, босс. Immortal Guardian. О. Guardian Immortal. Ничего ж себе, кстати, получается, его как-то долго надо выносить. Что он перепрыгивает. Где вот уничтожающие ядом чуваки. Все. 3 босса. Все.
Когда обзор на Poco F6 Pro? GT6. Когда он дойдет? Если дойдет 26 числа, до 26, если вот дойдет с деком до Хабаровска, то 26 я его приму и потом начну его гонять. До этого момента iPhone я прогоню, наверное. 26 будет прожарка Xiaomi 14T Pro. Или 14T, посмотрим. Ну, их по 30 минут мы будем жарить. О. Plain and the Party. Ничего не понял. Ну, окей. А подождите-ка. Стоп, я же уже в эту штуку делал. Играл. Ну и ладно, пошли они в топку. Пардон? Я, кстати, не понял, а куда здесь? Как зайти? Туда же, только налево куда-то. Угу. Это там непонятное Rain. Equipment. Yes. Чего-то там. Чего-то там yes. О. Короче, никто со мной не хочет идти туда. Поэтому мы пойдем выполнять задание. Стоп. Xiaomi-то придут, будем надеяться. Еще 3 минуты. 3 минуты. Дончик 3. Я тоже устал от уже Диабло, потому что по 5 часов, когда поиграешь, что-то у меня за те 4 загона уже все... А, стоп. Что это такое было? Непонятно, что это было. Но точно... Navigate. Окей. Main. А, я закончил основной квест. Вот так вот. Дмитрий, но если покупать его не на территории перекупов, то да. То есть абсолютно адекватные ценники. Дурдом какой-то. $100 000, ой, простите. Что 100 000? 100 000 еще было бы неплохо. Опять же, учитывая, да, долларовых эквивалентах конкурентов. И чего? О, типок какой-то. Могила. Имя-то какое?
Это тоже превратится? Нет, это не превратился. Прикиньте, жить в мире, где ты либо персонаж, который постоянно рубится, либо тебя постоянно выносят. Лучше, как говорится, раздавать задания и призы, да? О, а что там такое бегает? А, ну это крутой тип. С пассивкой. Конечно, в портал. Тракс. Ну, конечно, в портал. Куда же еще? Куда мы без порталов? 10 секунд. И 5 секунд. Да, это impossible, потому что я уверен был, что он не сможет, но он смог. 1300 люксов. В течение часа этот смартфон был нами измучен в Diablo Immortal. И сказать, что я удивлен, ничего не сказать. Он крут. Почему, Пикли, мы должны тебя забанить? Я замерз. Это типа игровой смарт, но получается как игровой. Стоп. Я что-то не понял. Я же вроде на него все устанавливал. Или я через что-то другое заходил. Сейчас 5 секунд. Не забываем прожать лайк. Никак вообще не выиграть. Это слишком сложно. Для этого нужно уметь смотреть ролики, читать, слушать, писать. А где здесь написано про розыгрыш? У меня. Ну-ка быстро мне рассказывайте, где вы увидели про розыгрыш что-то. Это секрет. Ультра, хай. Ну вот здесь ему станет плохо. Наверное. Но не факт. Так, запоминаем. 64. Было 83, стало 64. 19% в час в Диабло. Правильно или нет? Подождите. 83 было, стало 64. Да, 19% в Диабло. В час. Про. Угу. Мы сейчас подождем, пока он найдет нам. И он, кстати, стал прохладнее, прикиньте. Это, конечно, трындец. Что-то нереальное. Разрешить. Select. Так, ну что, мы бегаем. Но это еще не началось ничего. Так, и запоминаем, 63%. Заново секундомер. Стоп, сброс, старт. Пока я в шоке. Ну, вы в шоке? Потому что все тротлинг-тесты показывали, что ему должно быть плохо.
Но ему не стало плохо. Круто. Да нереально круто. Не как Алекс вообще. Это канал не про розыгрыши. Вы чего? Вы не на тот канал пришли. Я надеюсь, теперь понимаете, что остальной народ, что в принципе выигрывает. Почему постоянные? Потому что у остальных проблемы с восприятием информации, какой бы то ни было. Алекс, если вы посмотрите любой из роликов на любом из моих каналов, в основном Польза.нет, вы узнаете много интересного. Я как дятел там долблю в одну точку и рассказываю про розыгрыши. Каждый раз еще и показываю. Но для этого нужно уметь тыкать, кликать в ролике. Основной канал Польза.нет. Если осилите, то будет вам счастье. И будете знать, в каких случаях можно выиграть в конкурсе. Персональные конкурсы красоты на Poco X6 Pro и на iPhone 16 от канала Польза.нет. Попробуем 30 минут, а потом 30 минут в Genshin. То есть час в Diablo легко. Грелся, да, чуть-чуть. Но, опять же, яркость 1300 яркости. Ни один, по-моему, смартфон у нас не показывал 1300 яркость в Diablo в час. То есть такого не было в принципе. Это что-то с чем-то за гранью. Так, стоп. Мне вот надо чуть-чуть поменять раскладку. Что ж такое-то? О, все, Controls. Edit. Так, 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 так. Так. Сейф. Все, могу играть. Какой баттон могу? О, кстати, смотрите. Кнопка не работает в игре, потому что мы в игровом режиме. Кстати, вы поняли, что он включает игровой режим, да, автоматом? О, какой-то анлок. Так, а где у нас, кстати... Ага. Ну ладно. Не забываем прожать лайк. Он не просто живой, он вообще очумевший. И говорю, ну, я хейтил все время игровые режимы для андроидов, но он здесь включается автоматом, то есть тебе ничего не надо делать. То есть у тебя просто включается игровой режим на яблоке, и все. И пока я кайфую. PUBG New State это. Не, туда смысл не бежать туда. Опа. Раз. Прям очередя. Очередя.
О, сбросил яркость. Засекайте время. Прям 2 раза скипнул яркость. 5 минут. 5 минут он 2 раза сбросил яркость. И теперь у нас 500 люксов, 470. Ну, хорошо. Конфим. Дроп, 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 дроп. Опа. Видели Залипалова? Оно было. Мне кажется, 30 минут ему хватит. Магия закончилась. Хочу отметить, мы дали ему отдохнуть. Но это ему как-то не особо помогло. Опа. Они забрали патроны. Очень тускло сейчас. Опа. Что здесь такое? Пока играть тяжело. Это тот тип, который меня выносил в прошлый раз. Так, а что у него за оружие-то было суперское? Никакого. Такое же, как и у меня. Пулемет. Так, стоп. Ага, вот он. Вот так. После 1300 яркости. Ну, посмотрим. 500 еще нормально. Это еще карта простая, хочу отметить. Опа. Опа. Дроп. Дропа далеко. Горячо, горячо, горячо. Опа. Все. Винер чикен. Так. 500. Греется прям как люто. Очень греется. Окей. Few results. Окей. Next, next. Exit. Теперь нормальную карту надо выбрать. Не вот это вот. Да, PUBG это не Диабло. И прям вот здесь горячо. В районе яблочка. 40, видите? 39,7. Вращается как 40. Не как 41 там какие-нибудь, но... Так, RG-то не надо, мне Акита нужна.
какие-то. Трои. Все, вот это вот норм. Рандом. Не забываем прожать лайк. А то будут вам рассказывать про прокачанные игровые возможности. Ну, Diablo это тоже норм на 60 FPS. Прям норм. Очень хорошо. Но это еще не Гена. То есть до Геншина мы еще не добрались. Мы пока только в PUBG. Так, ну что. Когда Норд 4? Вы меня мучаете, я не знаю. Вы думаете, я там 380 кусков потратил на айфоны и не хотел бы норды? Я все это купил. Все это я купил. То есть норды мне не послали. А эти Realme не послали. Все, вот все купил, и все у меня в пути. И меня самого бесит эта ситуация. Pixel 9 потерялся с OnePlus падом вторым. Сингапурская почта. СДЭК морозит уже, еще и даже не вернул. iQOO Neo, iQOO 9s Pro Plus и, кстати, Nord 4, не Nord 4, там что-то еще. GT6 китайский один и Huawei-овский смарт, по-моему, 12А я покупал какой-то простой. Короче, да, звук только у тебя. Пока не ясно ничего. Так, ну это уже карта более-менее. Посмотрим, как она грузить будет. Хотя она тоже маленькая, но не такая маленькая. Не маленькая она. Тоже нормальная карта, да? Так. Как-то я расстроился. Так мучил его и думал, ну не шутя, молодец какой он. Так, где-то здесь еще ползал чувак.
двойка была. Я помню эту карту, кстати, на компе, по-моему. Огромная она была на компе. Графика на макс, да. Опа. Опа. А, мы в зоне. Мы с типом в зоне. Так. Так. В принципе, вот так. Нет, карта просто шикарная, огромная. Что 215, Михаил? Уже 215 что? Воу. Я вспомнил свои лучшие годы в этой игре на компе. Горячий он, но это играбельно пока. Так, ну пока все. О, джемка. Грустная карта, слишком огромная. Нужно ждать, когда... И еще 45 живых. О. Очень похож на не бота был. Хотя по луту бот. Ну, залип прикольно. А можно разве через потолок стрелять? А, 200 лайков? Нет, целевой показатель было 300. Если кому не лень, можете поставить лайк. Если кому лень, то не ставьте.
Так. Может и не бот. Но вообще похож был на бота. Не на бота. Учитывая, что руку протягивал. Так. Как-то зона вообще конкретно уменьшается. Прям конкретно. Опа. Так.
Так, о. Кто тебя там отвлекает, да, народ? Какая разница, играем же все равно. Все равно же он бегает. Макс играется на 200 нитах. Не-не-не, он 500 нит показывает. То есть в этом смысле он молодца. Так, и что мы оставим? Наверное, мы вот этот возьмем все-таки. Все-таки вот так разумнее будет. Опа. Не похож был на бота. Учитывая, как он... Нет, бот тоже. А вот этот... И, по сути, два бота бежало. Так. Опа. Кстати, я же могу заказать эти всякие штуки. И вот эту штуку. Хотя мне, может вот этого лучше и вот так. Да. Его же и улучшить. Что, он благополучным образом мой дроп забрал, что ли? Что за подстава? Плохо поступил он. Ну ладно. Картинка класс. Да, картинка норм. А, стоп. Я как-то не то, по-моему, сбросил. Так, ну это похоже на ботов по звукам. Как там размер человечка, да? Количество метров.
Еще больше сбросил яркость чуть-чуть. Запомнили время? 30 минут ровно. Он еще больше сбросил яркость. Но нет, 500 держит. Будем час играть или в топку? Да, картинка класс. По плавности 100 из 100. Все, проиграл. Первое место все равно. Ей. Мы молодцы. И итого, что он съел? Съел он 49, было сколько? 63. То есть примерно 27% в час. Не надо час играть, я тоже так думаю. Надо уйти в Гену. И все. Прогина Смарт. 5 секунд. Диабло 16 Pro. Сейчас 15 секунд поменяю кое-что. Так, и сколько получается? Еще раз. 63, 50. Будем 27% в час. Сейчас, через 5 минут. Через 5 минут. 500 люксов. Но 500 люксов очень даже потребная тема. В PUBG. Вообще для чистоты картины нужно подождать, чтобы он остыл. Остывает быстро. К слову, уже почти остыл. Так, ждем-с. Пять секунд. Почему завод Sony в Таиланде? Я катался в Токио и ходил в официальных их ремонтный сервис. Почему завод?
Не приснул, просто я параллельно отвечаю, там срочно одна штука. Я как банкомат очень часто просто работаю, и вот сейчас подрабатываю банкоматом. Да, иногда людям срочно ночью нужны деньги. Я думаю, мужики понимают, что да, иногда кончилось, надо. Друзьям надо помогать. И опять же, кстати, по поводу долгов и всего остального, я думаю, что все плюс-минус одинаково взрослые, как и я, когда ты даешь в долг, я реально всегда считаю, что деньги не вернутся. Это звучит как-то супер пафосно, но я правда считаю, что деньги не вернутся. И, ну, единственное, это да, ты можешь потерять. Рамзес, привет. Просто была тишина, ты смотрел вниз и не двигался. Нет, я не приснул. Просто я отвечаю срочно на всякие штуки. Так, Геншин, надеюсь, что скачан. Проверяем. Он уже остыл. То есть супер быстро остывающий 15 Pro. Супер быстро. Я бы даже сказал, нереально быстро. Ну и что, Геншин работает? Да. Геншин работает. Хорошо выставить такое окружение, которое в долг просит и просить не будет. Ну, давайте не будем, что хорошо, что плохо. Каждый сам решает, что ему хорошо, правильно? То есть я спокойно отношусь к людям, которые просят в долг. Потому что я часто прошу в долг услуги, и все. Так, кто-то у меня переходит. Так, и подождите, надо ж... Стоп. Надо выставить было графику. Графика. Без highest, но 60 FPS. О, 120 FPS слабо. Не, давайте 60, не будем убивать его. И надо выйти, иначе он не будет работать на 60, вполне возможно. Так что пока не засекаем. Нет, я не поставлю 120 FPS в гене, потому что ему будет кирдык тогда. Я даже не планирую все это время играть в него, потому что ему придет кирдык. Вот. Наверное, правильно так сформулировать. Все, сейчас, может быть, добавится ко мне. Милкин уже здесь. Игрок номер... Какой же он плавный. Очень подло и круто выглядит. Геншин выглядит просто
После всех этих андроидов. Уважуха. Прям вау. Я не знаю, когда на Android привезут, но даже 60 FPS здесь выглядит как 120. Очень круто выглядит. Navigate. Какой процент? 49? 47. Давайте еще раз. Стоп, сброс, старт. У тебя будет не совсем объективно, потому что он на минуту раньше, ну, плюс минуту мы помним, что он покажет нам, что он устал. Вот этот тип уставший лежит. Defeat all opponents. Легко. Вообще. О, и все. Челлендж комплит. Ну и ладно. Ей. Так, теперь к следующему типу. Сюда. Какой процент владельцев? А вы очень сильно удивитесь, очень много играют в яблоко. А почему в яблоко не играть? Я, по-моему, уже сбросил. Слегка. Слегка. И... Все, мы готовы. Горяченький он. Главное, мой первый был выстрел. Мой выстрел был первым. Ух ты, ёшки. Как он быстро забирает жизни. Я так помогаю. Слегка. О, он летает. Прикиньте. Что-то там надо было собирать. Не очень-то интересно. О, все, мы победили. Ей. Да что ж такое-то? Все. И плывем тихонечку. Вообще, по идее, надо было телепорт делать, но мы не ищем легких путей, да? Вообще есть ощущение подлагивания легких. Может быть, меня глючат. Глючит, скорее всего. Ну что там внизу? Ничего. Ничего. Ну и ладно.
Это глупо. Тихо. О. Все. Запомнили время? 5 минут также. И 500 люксов, скорее всего. 800, 700. Очень горячий, но посмотрим, сколько он еще протянет. Через 5 минут показал стрёмный черный овал. Ну, вы как будто новости не смотрите. Не, никто ничего не забирал. Никаких овалов никто не забирал. Все оставили. Так. Теперь сюда. Еще сбросил. Скорее всего, до 5 сотен. Ну, сейчас мы поиграем еще 20 секунд. Я тоже устал от Диабло. Диабло надо теперь по 30 минут играть, чтобы просто примерно прикинуть, сколько он поедает. Вот так, мы тебя не боимся. Потому что, если что, мы убежим. Во, видел? Как-то очень быстро. Я понять не имею, я тут набираю все время наград, и я их не юзаю. Так. Этот понятно, куб теперь еще раз. У 24 ультра шим больше. Вроде да. Но здесь тоже шима хватает. Более чем. Милен, спасибо за помощь. С эффектами, в первую очередь, это главное. Что можно вот так вот бам. О, Милен ушел. Милен занят. Так. В каком-то он там виде. Нераздолбаемом. Но для эффектов. Так. Где он? Еще сбросил. Милкин, по сути, решил мне эффектов добавить. Посмотреть, что будет. Да, все, он горяченький. Мне не кажется, что он станет менее тусклый, потому что он стал настолько тусклый, что есть ощущение, что это опять 200 люксов. Но это значит, что ни в какие там супер всякие дефстендинги ты играть тоже не сможешь.
Опять же, меня больше интересует съемка. 500. Да, 500 люксов. То есть, в принципе, и он горячий. Можно еще помучить 20 минут. Мы его помучаем 20 минут и решим. Так, а чего у меня с жизнями? Это я так упал. Ладно. Смарт очень горячий, и руки начали потеть. Руки начали потеть. Так, а чего? Куда нам бежать? Как бы до него доползти, да? А, наверное, сюда. В январе будут скидки на iPhone. Но если курс не прыгнет, то в каком? В долларовом эквиваленте, наверное. Я даже в этом уверен. Опа. Все, мы победили. Или не победили? Ох ты, ёшки. Не, не победили пока. Панишмент, да, хорошо. У меня уже панишмент. Горячо, жесть. Либо я просто устал уже. 40, да. Ну, 40 норм. Не 44. Притом экран не такой горячий, как тыльная часть. То есть, если держать... Что, мы победили? Нет еще? Милкин, давай, прояви себя. Пожалуйста. Power of Water. О, крабы. Крабы! О, камера умерла. 5 секунд. Акума не хватило. Мне кажется, я ошалею, если я завтра iPhone 16 буду гонять еще. Это мне как-то слишком много стримов, тоже тяжело. Сегодня Моторолу смотрели? Опа. Нет, я еще не погиб. Ха-ха-ха. Милкин отдыхают, да? Ей, птички.
Так, я победил. Мы победили. Вот forever. Да. Все forever. По кругу эти просто кубы. МСК, СКОК, спасибо. Есть ощущение, что он еще сбросил 15 минут. Но это только ощущение, может быть. Может, это ночная, типа, прогулка здесь. Сейчас увидим. Но вообще очень сильно есть ощущение, что он сбросил. Вы видите по картинке, да, что она потемнела? Но опять же, это может быть ночь в игре. Давайте быстро проверим. Да, это ночь в игре. То есть он не сбросил еще. Он также 500 люксов показывает. Но если он 30 минут вывезет, то есть еще 15. Все, это играбельность уровня 100. И потом когда-нибудь уже погоняю это дело в этих типах, которые Death Standing. Но это будет потом. Я думаю, если я 16 Pro Max погоняю, если он выживет, то и этот тоже выживет в Death Standing. А, не дал мне его получить, да? Ну ладно. Или я их и так получаю. 60 FPS. Вы хотите 120, он канет в лету. Завтра попробую. И на 16 Pro Max попробую его. О. Use. Все, чего-то я там получил. Еще. Но пока он вообще супер держится. Потому что, повторяюсь, 500 люксов для игры это более чем достаточно. 40 градусов, никаких там 42, 44 или 48. Как помните, недавно кто-то из блогеров говорил, вообще норм. 48 градусов на экране. А, когда продавали ZTE. Вот 41-42 еще норм. То, что 44 это уже жесть, а 48 это уже хана смарту. Так, ну что. Телепорты по кругу. Можно пробежаться туда куда-нибудь. В комнате сейчас, в штанах я сижу. И не потею. Сейчас я вам покажу. И периодически включаю кондиционер. Видно в штанах. Был бы не в штанах, был бы весь мокрый уже. Еще круче спросить в темноте, сколько температура, а не в комнате. Так, ну что, понеслась. Полетели мы куда-нибудь. До 40. Ну, вопрос не в том, что вам кажется или мне кажется правильно. У меня же есть методика тестировки. И когда я тестирую китайские смарты и ругаю их, не протестировать iPhone по той же методике, я считаю это неправильно. Я думаю, что большинство меня поддержит. Потому что, опять же, когда мы говорим, что iOS эталон, на-на-на, по какой причине? Ну вот, в играх он был шлаком с 270 люксов он нам показывал в 15-х версиях. 500 люксов, это прям жир, то, что он сейчас показывает. Это очень круто.
Уже. То есть ему не надо даже сейчас каких-то супер штук показывать. Он уже крут. Уже нереально крут. Пардон. Я тоже крут. То, что-то могу. Могу заблокировать бонусы. Все, что я могу, да? Панталоны. Там есть 120 кадров, я показывал. Я их просто не активировал. Так, ну что? Куда-то мы летим. Мир-то открытый, по идее, там тоже есть свободное пространство. Аппарат себя ведет так, как будто это не iPhone. Это что-то супер-мега крутое и бомбезное, игровое. О! Куда-то я долетел. Ну, то есть хвалим iPhone. Мы его тестируем, а как он там получается, это... Сори. Фэнк, все. Не понял я ничего. Где мой помощник? Где я? Что я? Куда мне идти? Выше на 400, на 14 метров. О. Открываемся. Новая локация, мне кажется. Это там Village. Да, значит да. Пока да. Ну все вроде. Кто-нибудь вообще полностью проходил Геншин? Почему? Мы, кстати, должны были проверить Уфа. Уфа-тест по герцовке. Что-то там стартат.
Уфо-тест. О, барана. Просто из-за мяса? Серьезно? Вообще не прикольно. Почему карта не открылась еще? Еще кто-то добавляется, да? Ну вот так. Так, ну давайте быстрее. Мне надо открыть карту, и мне кажется, что все. OnePlus сказали в том, что в новом флагмане хотят 120 FPS сделать. Ну пусть сделают, потому что здесь они уже есть. Так, чай. Кстати, да. У меня же есть зеленый чай без сахара. Green tea, no sugar. Сказал человек. Я все еще луплю шоколадки. $26. 27 уже. Ну сколько можно болтать вообще? Вот сколько? Сколько? Люди не для... Хотя, наверное, большинство как раз играет, чтобы насладиться. Джин-джин. Джуб-джуб. Чтобы карту открыть, надо быть одному, понятно. Ну и ладно. Не очень-то и хотелось. А почему нельзя вместе открывать карту? Есть. Слава покемонам. Какое-то место силы. О. Навигейт. Рыба. Рыба-навигатор. Через 1,5 минуты, если будет также 500 люксов, мои глаза в кучку. Короче, шим чувствую. Я не знаю почему. Наверное, потому что много играю. Надо меньше играть. Тогда чувствовать не буду. Так, и... Ей, где мои боссы? -1. Так, все? Нет. Solve the puzzle. Бери пазл. А больше никто за меня не может собрать его? А, это надо типа по одному подплывать, что ли? Или стрелять? А.
чего делать надо? Все, я что-то сделал. Это не максимум графики. 30 минут. Было сколько процентов? 5 секунд. 63 стало 33. Это прикол? Это прикол? Нет. Реально было 63 или было 47? 47, наверное. 16 Pro нет. 16 Pro Max мой новый. Не вот этот, не 16, а 16 Pro Max вот этот. Help me. Universal. Так, Уфе тест. Universal, сколько там было процентов? И 30 минут хватит нам, чтобы сказать, что он прям нереально крут, 500 люксов держит. Хотите 120 FPS выставлю? Гения. «33» запомнили? 47. Да, точно. 28% в гену. Очуметь. Очень круто. Я 10 минут хочу поиграть на максимальных настройках с 120 FPS. Но он уже остыл. Он уже остыл. Вот это вся магия. Так, ну все, замолчи ты. Ну, что это такое? I understand. Ну все. Как бесит. Very well, все отлично. Окей. Adept, nothing. According to her, we need. Все. Завалили дракона. Так. Графика. Custom. Highest. 120 FPS. А чего я не понял? Вот, все, overlocked. Мы норм. Мы сейчас еще раз зайдем. И потом 10 минут мы попробуем поиграть в 120 FPS. Понеслась. Время пошло. Так, где мои... 31. Пока мы там выставляли, уже 2% он съел. Да, 60 FPS и показывает баланс. Так, куда-то нам going 600 метров. 120 FPS. Потом 10 минут поиграем. Нет, фризит. Уже фризит. Может быть то, что с двумя игроками еще. Новая карта. Но с другой стороны, оно все прогружено. Ну, мне кажется, нет тут 120 FPS, но очень близко к этому. Очень красиво. 10 минуток, если побегать по такой красоте, это прям круть. Ей.
Вот я побывал в Токио и хочу еще раз скатать в Токио. Я вам серьезно говорю, не знаю, почему такая лабутень. Так, а как открыть этот? О, там кто-то открылся. Смайла. Ладно. Страдаю лабутенью. Вот так вот, два помогальщика, непонятно, где они. Да? Вот, дошли, наконец-то. Он взлетел, что ли? Чуметь. Ну, пока работает. Пока работает. Ничего, включил. Куда-то мы поплыли. О. Круть путь. Ух ты, ёшки. Немного тач подтупливает уже через 4 минуты. Чуть-чуть. Инвестигейт. Геометки. Катар. Я не хочу в арабскую страну. Вот. Я как-то после Дубая, не Дубая этого, Абу-Даби, я там не особо радовался. Как и в Турцию я не хочу. Что в Катаре смотреть? Как они нефть качают. Может быть, но не сейчас. Фризы больше, чем когда 60 FPS. И, ну, это понятно. То есть нет здесь 120, подфризивает он каждые 15 секунд. 5 минут отыграли. То есть 120 FPS по факту здесь для вида. Смысла продолжать банкет не вижу. Почему? Потому что он а-ля может, но играть в этом разрешении вы не будете. Итого. Яблочко. Молодец. Сейчас уфо-тест включим. Уфо-тест. Но более объемная, мне кажется, информация, чем на стриме. Ни по одному устройству я не дам. Но стрим не каждый выживет. И не каждый выдержит. Да? Я ж летал на Филиппины. В Манилу. Я теперь, если полечу, то... Сейчас. 3 миллиона отзывов, да? На вкладке YouTube.
Вообще надо было... А почему я в Ютубе-то его смотрю? Его надо в инете смотреть. На сайте. Такая бебезянка. Ну, посмотрим, сколько он в браузере. Почему он дает 60 FPS в браузере? Расшифровывайте. Причины. 6 раз, а не тач. Вот я как чувствовал, что какая-то лабутень. Смотрим настройки. Экран. Почему мы видим 60 FPS? В ОФ-тесте. Может, другой браузер? Сейчас попробую. Да нет, не должен. Очень странно. То есть в браузере он должен показывать, сейчас у нас 120. Сейчас посмотрим. 5 секунд. Чтобы вы поняли на примере. Вот уфа-тест в браузере у... Так, было 120, теперь 60, да? 120 кадров в секунду. 120. Сейчас 60. Окей. Ну, хотя бы сразу он показывает. В Гугле, в Хроме 60. Почему? Так, идеи. Какие идеи у кого? Сейчас чат в общий скину. Здесь у меня автовыбор, скорее всего, стоит. Адаптивная, видите? То есть до. Но он сначала-то показывает 120 кадров. Здесь у нас почему так? МСК СКОЭ, мне качать сейчас ее надо. Потом. Перезагрузи iPhone. Ну, сейчас перезагружу. Но он как-то не слишком ли много раз нам надо его загружать и перезагружать, чтобы он начал нормально работать? У вас нет такого ощущения? В любой непонятной ситуации перезагрузить смартфон, да. Однозначно. Ну, перезагружаю. Какие плохие вот эти вот гондольеры с тестами, с гондолами своими, да? Тебе всем все равно, наверное. Так, уфа-тест. 60. 60 пока здесь. Ну-ка.
60 FPS все равно. Еще раз перейду. Синхронизируется. Готов. Готов, окей. Дальше. Chrome. Синхронизируется. Готов. Может быть, на ультру и будут обзоры. Посмотрим. Кратко, пока на этом все. Нет фаталиста в интерфейсе, ощущается не 60 FPS. В интерфейсе ощущается 90. Потому что, я не знаю, мне кажется, будет видно. Сейчас возьму. Давайте вот включу. Так. Прям очень заметно. Ну, во всяком случае, вам может быть и незаметно, мне прям совсем заметно. Особенно вот в момент включения. Есть желейный такой экран. Вот здесь и здесь не желейный. А здесь он такой после 90 Гц, после 120. Может так проще, может не поддерживается. Так 90 почему не поддерживается в браузере? Так, Леон. А чего Леон спрашивает? В любой непонятной ситуации ты можешь посмотреть топ Леон моих смартфонов. До 20, 30, 40, 50 тысяч рублей. Всем огромное спасибо, что пришли. Не забываем прожать лайк. Все, кто умеет читать или смотреть ролики на YouTube, вот там в прикрепе, как висел, так и висит условия розыгрыша iPhone 16. Poco X6 Pro все так же мы разыгрываем по тем же условиям. Тема айфонов достала вас или нет, вам придется терпеть. Так же, как потом 14T, 14T Pro, пиксели. И, может быть, завтра я не буду делать... Скорее всего, буду делать на iPhone 16 обзор. Не обзор, прожарку. Обзор послезавтра. Но я все еще не знаю, с чем мне его сравнивать. Возможно, с iPhone 13 Pro Max. Возможно, только с ним. Потому что с каким-нибудь ZTE, ну, это днище. Вот. Антон, Стил, Леван, Дмитрий, Михим, Фаталист, Палин. Всем огромное спасибо, что пришли. Надеюсь, что на часть вопросов я вам ответил. И себе тоже, кстати. Девайсу от меня однозначное да. То, что они сделали, это прям круть. Света тоже счастлива. Олег, Дукат, Рамзес. Алекс, Бу, Михаил и Дмитрий Гордиенко. Ты дошел? Спасибо. Не забудь лайк проставить. Все. Добра и удачи вам, дорогие друзья.